Суперсанкции против Ирана ведут в понедельник. Или не введут? Кажется, Венс против? Турция требует от Интерпола объявить в розыск Нетаньяху. Вы забыли о сомалийских пиратах. А они вернулись и захватили танкер. Шпионский скандал в Австралии. Задержали россиянина, который собирал сведения об украинской армии. Дональд Трамп приказал отправить человека на Луну к 2028 году. Берлинские панды-близнецы отметили второй день рождения. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что экономическое давление на Иран будет продолжаться без установленного срока. По его словам, главная цель – не допустить восстановления иранской ядерной программы. При этом Венс подчеркнул, США не ставят задачу добиться экономического коллапса Ирана. Если говорить реалистично и совсем коротко, как долго, по-вашему, Иран сможет выдерживать это экономическое давление? Знаете, всегда сложно делать такие прогнозы, и, честно говоря, это не является нашей главной задачей. На Иран оказывается огромное давление. Оно способствует достижению нашей цели — не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Сможет ли Иран продержаться несколько недель, несколько месяцев или, возможно, дольше, пока у него нет ядерного оружия? Именно на этом мы сосредоточены. Этого президент, откровенно говоря, уже добился. Теперь мы лишь пытаемся не допустить, чтобы Иран попытался восстановить эту программу, а для этого потребуется постоянное взаимодействие. Но если посмотреть на ситуацию сегодня по сравнению с несколькими месяцами назад, цены на нефть существенно снизились, цены на бензин упали примерно на 50 центов от своего пикового значения. Мы показали, что можем сделать нечто удивительное для национальной безопасности, одновременно защищая экономические интересы американского народа. Иран рассчитывает вместе с Ираком противостоять США и Израилю. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, связи между двумя странами неразрывны, а фронт сопротивления в регионе сейчас активнее, чем когда-либо. На этой земле, в этой стране, в дорогом для нас Ираке и в дорогом Иране будут противостоять империализму. И так же, как во время Рамаданской войны, они ударили США по носу и заставили их вкусить горечь поражения, этот путь остается непрерывным и будет продолжаться. Пока враг намерен совершать агрессию и угрожать исламской умме, дорогому Ирану и дорогому Ираку, пусть знает, эта связь неразрывна, и этот путь будет продолжен. Галибаф приехал в иракский Наджаф в рамках многодневного визита. Он посетил могилу бывшего командира иракского ополчения Абу Махди Аль-Мухандиса, погибшего вместе с иранским генералом Касемом Сулеймани при американском ударе в 2020 году. Накануне в Багдаде Галибаф говорил уже об экономике. Он призвал Иран и Ирак активнее торговать в национальных валютах, чтобы снизить зависимость от доллара, и заявил, что Тегеран должен противостоять новым американским санкциям. По его словам, после неудачи в прямом военном противостоянии США и Израиль усилили экономическое давление и пытаются влиять на общественное мнение. И сегодня мы всем своим существом понимаем, что фронт сопротивления как никогда жив и активен на земле, противостоя сионистскому режиму и преступной Америке. Галибаф также призвал расширять сотрудничество Тегерана и Багдада в сфере безопасности, экономики и торговли. Визит проходит на фоне попыток Ирана сохранить влияние в регионе и укрепить отношения с Ираком. Турция попросила Интерпол объявить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск. Турецкое министерство юстиции обвиняет его в преступлениях против человечности и пытках из-за задержания участников гуманитарной флотилии Global Sumut Flotilla. Флотилия пыталась доставить помощь в Газу. Израильские военные остановили суда, заявив, что они пытались нарушить действующую морскую блокаду. Израиль предлагал доставить гуманитарный груз через порт Ашдод после проверки. Теперь запрос рассматривает турецкое отделение Интерпола. Красное уведомление при этом не является международным ордером на арест. Оно сообщает правоохранительным органам стран, что человек разыскивается, а решение о задержании каждая страна принимает самостоятельно. В июле Стамбульский суд уже распорядился направить запрос об объявлении Нетаньяху и других израильских чиновников в международный розыск по этому делу. Американский авианосец Абрахам Линкольн завершил 9-месячное боевое развертывание на Ближнем Востоке и направился обратно в Сан-Диего. На борту около 5000 моряков. Корабль вышел из Сан-Диего 21 ноября прошлого года и почти все это время провел в море. За 272 дня экипаж лишь ненадолго заходил на Гуам и в Оман для пополнения запасов. Абрахам Линкольн участвовал в американских операциях против Ирана. Теперь его место занял базирующийся в Японии авианосец Джордж Вашингтон, который уже начал работу в регионе. Возвращение экипажа может занять несколько недель. До Сан-Диего около 13 тысяч миль.
По данным американских СМИ, за время длительного похода на борту возникали проблемы с запасами, водой, сантехникой и психологическим состоянием военнослужащих. Центральное командование США назвало часть этих сообщений недостоверными. При этом американские силы сохраняют крупную группировку на Ближнем Востоке. Около 20 боевых кораблей, включая 2 авианосные ударные группы, десантные корабли и эсминцы. Нефтяной танкер Сибу-1 захватили вооруженные люди в Аденском заливе. 6 человек поднялись на борт примерно в 250 километрах от йеменского города Мукалла и увели судно в сторону Сомали. Об этом сообщило британское управление морских торговых операций. По данным The New York Times, Сибу-1 предположительно связан с иранским теневым флотом, судами, которые используются для перевозки иранской нефти в обход международных санкций. Ранее танкер ходил под названием Симол и в декабре 2025 года попал под санкции США за перевозку иранских нефтепродуктов. По данным сомалийских властей, это уже второе судно, захваченное пиратами за 4 дня. Всего у берегов Сомали в Аденском заливе сейчас удерживаются несколько коммерческих судов. О судьбе экипажа Сибу-1 пока известно немного. Морские службы продолжают следить за движением танкера, а суда в районе предупредили об опасности пиратских атак. У берегов Омана спасатели пытаются стабилизировать танкер «Кэролайн Бизенги», который почти 2 месяца остается на мелководье и продолжает терять российскую нефть. На борту около 800 тысяч баррелей сырья. Судно находится в охраняемой морской зоне у островов Халиниат. К операции подключили военные вертолеты Омана. С воздуха доставляют оборудование и специалистов. Ситуацию осложняет штормовая погода. Волны достигают 4 метров, а сам танкер серьезно поврежден. Один его борт затоплен, корпус продолжает разрушаться. Нефть уже достигла побережья. По официальной оценке Омана загрязнены около 400 квадратных километров моря. Однако спутниковые данные, изученные Reuters, показывают площадь пятна до 2000 квадратных километров. Загрязнено также несколько десятков километров побережья, под угрозой охраняемая морская территория и редкие животные, в том числе арабские горбатые киты и сокатрийские бакланы. Если танкер не удастся стабилизировать, в море может попасть еще больше нефти. «Кэролайн Бизенги» относят к российскому теневому флоту. Судно вышло из Новороссийска с российской нефтью и 30 июня село на мель после неизвестного инцидента. Теперь спасатели пытаются одновременно удержать танкер и не допустить масштабной экологической катастрофы. Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» в Перми. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предприятие находится более чем в 1600 километрах от украинской границы. Российские власти подтвердили атаку дронов. В городе работало ПВО, звучали сирены и взрывы. Аэропорт Великая Савина временно приостановил прием и отправку самолетов. «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» — один из крупнейших НПЗ России. Его мощность — почти 13 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, в том числе для российских военных нужд. Российская Минобороны заявила о 325 сбитых украинских беспилотниках над более чем 10 регионами, о попадании по НПЗ ведомство не сообщало. В России началась вторая волна топливного кризиса. В Ростове-на-Дону автомобилисты часами стоят у заправок из-за нехватки бензина. На некоторых АЗС заканчивается АИ-95, другие временно закрываются в ожидании новых поставок. Я ехал утром полседьмого, она начиналась от моста. Поехал по делам, полдесятого и вот 1,5 часа. Передо мной заехала машина с бензином слиться. И все, они сказали, откройте, до сих пор не открывают. Пока требовалась очередь где-то в районе минус 45, наверное, и сейчас уже час. А что говорят? Ну, приехал заправщик, я так понимаю, сливается или что-то. Сказали, через час вроде как откроют. А везде такая ситуация? Почему вы именно здесь стоите? Я проехала в ближайшие 4 заправки, там вообще ничего нет. Поэтому развернулась, вот и стала в очередь. А вообще как ситуация на других заправках? Ситуация на самом деле плохая складывается в городе. Заправки либо закрыты, либо они открыты, но бензина очень мало, поэтому очереди большие. Вот такая ситуация. По данным русской службы BBC, перебои с бензином сейчас фиксируют как минимум в 25 регионах России, включая Москву и Подмосковье. На отдельных АЗС вводят ограничения на объем топлива, а независимые заправки сталкиваются с ростом оптовых цен. Вторую волну топливного кризиса связывают с украинскими ударами по российским НПЗ, которые сокращают объемы переработки, и традиционно высоким спросом на топливо в августе. Российские власти продлили запрет на экспорт бензина и начали наращивать импорт.
В Россию уже поступают партии топлива из Индии и Марокко, а заместитель председателя правительства Александр Новак подтвердил, страна, которая обычно экспортирует нефть и нефтепродукты, теперь вынуждена закупать бензин за рубежом. В Австралии задержали 27-летнего гражданина России и Австралии. Его обвиняют в попытке передать российским спецслужбам информацию о вооруженных силах Украины. Об этом сообщили Федеральная полиция Австралии и Австралийская служба безопасности и разведки. Мужчину задержали в пригороде Брисбена. Полиция провела несколько обысков и изъяла электронные устройства и другие материалы. Их сейчас изучают. Следствие не исключает новых задержаний. По версии следствия, мужчина пытался собирать и передавать информацию об украинских военнослужащих, местах их дислокации и военных операциях в интересах Российской Федерации. В октябре 2024 года мужчина приехал в Россию, где предположительно прошел военную подготовку, а в декабре 2024 года вернулся в Австралию. В Австралии, как утверждает следствие, он поддерживал связь с людьми, которых считал связанными с российскими спецслужбами. Затем, по версии следствия, в мае 2025 года мужчина приехал в Украину, где вступил в вооруженные силы Украины и получил доступ к информации о военнослужащих, подразделениях и местах их дислокации. По версии следствия, позднее он передал или пытался передать информацию, полученную в Украине, людям, которых считал действующими от имени российской разведки. Предполагается, что эти действия создали угрозу безопасности украинских военнослужащих. Мы утверждаем, что некоторые эпизоды предполагаемого преступления произошли в Австралии, а некоторые — за ее пределами. На данный момент ничто не указывает на то, что Австралии что-либо угрожало или угрожает. Обвинение в попытке иностранного вмешательства предусматривает до 20 лет тюрьмы. Российское посольство заявило, что узнало о деле из СМИ и пока не получало официальных уведомлений от австралийских властей. В Польше задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке нападения на известных польских политиков. Об этом сообщило Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью. Полиция обнаружила его публикацию в интернет-группе, посвященной огнестрельному оружию. Автор призывал устранить нескольких человек и предлагал организовать нападение на представителей ведущих политических сил страны. Правоохранители провели обыск в доме подозреваемого и изъяли материалы, связанные с делом. Кого именно он называл возможными целями, власти не раскрывают. Суд отправил мужчину под арест на 30 дней. Ему предъявили обвинения в публичных призывах к совершению преступления и подготовке тяжких преступлений. Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Канада и Соединенные Штаты почти договорились о новом торговом соглашении. Оно может остановить введение 50% американских пошлин на канадские товары стоимостью около 20 миллиардов долларов. Времени на договоренности почти не осталось. Новые тарифы должны вступить в силу уже 22 августа. Дональд Трамп отложил их введение на 3 дня, чтобы дать переговорщикам возможность договориться. Переговоры в Вашингтоне продолжались несколько часов. После встречи с торговым представителем США Джеймсоном Гриром министр международной торговли Канады Доминик Леблан заявил, что стороны очень близки к сделке. У нас была продолжительная и подробная встреча с Гриром и его коллегами. Канадцы ожидают от нас соглашения, которое будет отвечать экономическим интересам Канады и канадских работников. Мы очень близки к этому. Мы продолжаем добиваться прогресса. И останемся здесь и будем делать все необходимое, пока не достигнем этой цели. Главный спор – условия доступа американских товаров на канадский рынок. Вашингтон требует снять ограничения, в частности, для американской молочной продукции, автомобилей и алкоголя. Сейчас стороны обсуждают компромисс. По одному из вариантов США могут снизить пошлины на канадские автомобили с 25 до 15%, а на сталь и алюминий – с 50 до 25%. Взамен Канада должна открыть американским производителям больший доступ к своему рынку. Переговоры продолжаются. Леблан говорит, что до сделки осталось немного, но окончательных договоренностей пока нет. Китай и Индонезия договорились расширить военное сотрудничество. Главы оборонных ведомств двух стран встретились в Джакарте и заявили о планах чаще проводить совместные учения и развивать сотрудничество в оборонной промышленности. Можно справедливо сказать, что перспективы сотрудничества между вооруженными силами двух стран огромны. Сейчас мы повышаем качество и эффективность этого сотрудничества, и оно, несомненно, значительно укрепит наши возможности по защите ключевых национальных интересов обеих стран. Оно также решительно пресечет замыслы и действия внешних сил, пытающихся вмешиваться в наши внутренние дела и угрожать национальному суверенитету, и станет примером нового типа оборонного сотрудничества для стран глобального юга. Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Прабова отношения между вооруженными силами наших стран вышли на новый этап. Как государства с общим будущим, Китай и Индонезия
имеют общие интересы в обеспечении безопасности и развития и несут совместную ответственность. Поэтому я считаю, что сейчас самое подходящее время для укрепления оборонных обменов и сотрудничества между нами. Мы также продолжим укреплять сотрудничество между Индонезией и Китаем в сфере оборонной промышленности. Это очередной шаг в последовательном развитии оборонного потенциала Индонезии, как сейчас, так и в будущем. Военная сфера — лишь часть повестки. Китай и Индонезия договорились вместе развивать проекты в энергетике, добыче полезных ископаемых и технологиях. В списке искусственный интеллект, спутники, железные дороги, рыбное хозяйство и зеленая энергетика. Отдельно министры обсудили Южно-Китайское море. Пекин предлагает ускорить переговоры о правилах поведения государств в регионе и активнее развивать морское сотрудничество. Мы готовы укреплять координацию политики на многосторонних площадках, таких как ООН и БРИКС, и совместно выступать против одностороннего давления и политики силы. Мы также должны сохранять бдительность в отношении попыток в этом регионе пересмотреть итоги Второй мировой войны и повернуть колесо истории вспять, чтобы твердо защищать международную справедливость и равноправие, а также законные права и интересы развивающихся стран. Мы ускорим развитие морского сотрудничества, в том числе продвижение процесса совместного освоения ресурсов. Обе стороны привержены полному и эффективному выполнению декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море, стремятся как можно скорее завершить консультации по Кодексу поведения в Южно-Китайском море и совместными усилиями сформировать новый образ Южно-Китайского моря как пространство мира, дружбы и сотрудничества. Переговоры прошли в формате 2+2, впервые на таком уровне между Китаем и Индонезией. Стороны также договорились теснее координировать позиции в ООН и БРИКС. Для Пекина особенно важен индонезийский никель, ключевое сырье для производства аккумуляторов. Китайские компании активно вложились в его добычу и переработку, а общий объем китайских инвестиций в Индонезию за первые 6 месяцев года достиг почти $4 миллиардов. При этом Джакарта сократила квоты на добычу никеля и ужесточила правила для инвесторов. Конкретных договоренностей по этим ограничениям пока нет. На Балтийском море военнослужащие ВВС Литвы, Латвии и Эстонии тренировались выживать после аварийной посадки самолета. По сценарию экипаж оказывается в воде, выбирается из воздушного судна и ждет спасателей. Военных по одному погружали под воду в специальном кресле. После всплытия их забирал вертолет. Участники отрабатывали эвакуацию прямо с поверхности моря. Учения проходят под названием «Балтийское бикини-2026». Их проводят с 1999 года. Тогда Литва и Дания начали совместные тренировки по поиску и спасению на море. Позже к ним присоединились Латвия и Эстония. А необычное название появилось благодаря датчанам. Для учений выбрали букву «Б», а поскольку тренировки проходят на воде, остановились на слове «бикини». Так название, которое сначала звучало как шутка, стало официальным. В Гонконге суд признал виновными 2 бывших руководителей организации, которая десятилетиями проводила ежегодные акции памяти о разгоне протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Ли Чхек Яню 69 лет, Чхоу Хан Туну 41. Их обвинили в подстрекательстве к подрыву государственной власти. По закону о национальной безопасности, который Пекин ввел в Гонконге в 2020 году, им может грозить до 10 лет тюрьмы. Организация была распущена после принятия закона. Власти заявляют, что ее деятельность выходила за рамки памятных мероприятий и была направлена на подрыв государственной власти. Конечно, я не удивлена, но все равно разочарована и зла, потому что не считаю, что он совершил что-либо незаконное. И все же его признали виновным. Я считаю это глубоко несправедливым. Неоспоримо, что Гонконгский альянс на протяжении многих лет сеял среди жителей Гонконга ненависть к Коммунистической партии Китая и центральному правительству. Сегодняшний обвинительный приговор Гонконгскому альянсу, его председателю и заместителю председателя убедительно показал их истинное лицо. Они намеренно подстрекали других к подрыву государственной власти. Третий бывший руководитель организации, Альберт Хо, ранее признал вину по тому же делу. Теперь суд должен определить наказание для 2 других обвиняемых. На решение суда отреагировал Тайвань. Власти острова призвали Пекин прекратить политические преследования и уважать свободу слова и права жителей Гонконга. В Пекине подавление протестов 1989 года остается одной из самых закрытых тем. Массовые акции начались весной с требований политических реформ, большей свободы слова и борьбы с коррупцией. В ночь на 4 июня власти ввели в город войска и разогнали демонстрации.
Точное число погибших неизвестно. Разные оценки варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Публичное обсуждение этих событий в материковом Китае по-прежнему ограничено. Дональд Трамп подписал меморандум, который должен резко увеличить число коммерческих запусков в США. К 2030 году Вашингтон рассчитывает проводить более 1000 запусков и возвращений космических аппаратов в год. Для сравнения, в прошлом году США провели 178 запусков. Власти хотят ускорить выдачу разрешений, упростить экологические проверки и найти новые площадки для стартов и посадок на федеральных землях. Отдельный пункт – развитие частной космической отрасли. Государственные ведомства должны активнее использовать коммерческие ракеты и не конкурировать с частными компаниями без необходимости. Меморандум также связан с планами Трампа вернуть американских астронавтов на Луну в 2028 году. НАСА поручено развивать коммерческие перевозки к Луне, роботизированные миссии на Марс и изучать возможности будущих пилотируемых полетов туда. Сейчас американский рынок запусков во многом зависит от компании Илона Маска, SpaceX. В 2025 году она провела 170 запусков и вывела на орбиту около 2500 спутников. Панды-близнецы Лени и Лотти отметили второй день рождения в берлинском зоопарке. Для именинниц приготовили торт из льда, фруктов и сока моркови и свеклы. Панды быстро с ним расправились. Сначала съели фрукты, а затем просто повалили конструкцию. За 2 года Лени и Лотти выросли с крошечных 150 граммов до 60 и 70 килограммов. Сейчас их уже почти невозможно отличить от матери Мэн-Мэн. При этом малыши пока еще пьют материнское молоко, хотя постепенно переходят на взрослый рацион. В природе гигантские панды – одиночные животные, поэтому со временем мать и детеныши должны разойтись. Но пока Лени и Лотти продолжают играть с Мэн-Мэн. Они все еще находятся в самом начале своей жизни. Они пока еще пьют молоко, но теперь этот период подходит к концу. Их отлучают от молока. То есть пока они максимум воспитанники детского сада. А большие панды в преклонном возрасте могут дожить от 32 до 33 лет. Так что впереди у них долгая и счастливая жизнь. Отношения между Мэн-Мэн и ее 2 детенышами, Лени и Лотти, по-прежнему прекрасны. Они очень хорошо ладят. В естественной среде обитания постепенно наступает время, когда мать и детеныши расходятся, и каждый идет своим путем, потому что в природе большие панды — строго одиночные животные. Но здесь мы пока этого не наблюдаем. Они по-прежнему хорошо ладят. Детеныши время от времени все еще кормятся у матери, так что отношения у них хорошие. Иногда они играют. Иногда игры становятся немного более грубыми, потому что они естественным образом становятся крупнее и сильнее. Но в целом мы очень довольны. В берлинском зоопарке рассчитывают, что семья проведет вместе и 3-й день рождения близнецов. Позже Лени и Лотти должны вернуться в Китай для участия в программе разведения гигантских панд. В дикой природе их осталось около 1800. На австралийском острове Филипп начали прививать маленьких пингвинов от птичьего гриппа H5N1. Рейнджеры сначала взвешивают птиц, измеряют клюв, проверяют здоровье и устанавливают микрочип, а затем делают прививку. После процедуры пингвинов возвращают в их норы. Первый укол – только начало. Через 3-4 недели птицам должны сделать повторную прививку. На острове планируют вакцинировать до 5000 пингвинов. Еще 800 смогут получить прививку в районе Сент-Килды. Маленькие пингвины – одна из главных достопримечательностей острова Филипп. Там находится крупнейшая в мире колония этого вида. Программа началась после того, как птичий грипп стал распространяться среди австралийских пернатых. На прошлой неделе в стране впервые зафиксировали массовую гибель морских птиц от вируса.